Всем здорово, волшебники и волшебницы, добро пожаловать на канал Streamers Magic, где я вам рассказываю про всякие разные штучки для стримеров, которые помогают делать стримерскую магию. С вами Sunrise Child, и я вам скажу, вы молодцы, потому что добили мои условия по первому этапу Battle Pass'а. Теперь я вам могу презентовать второй этап, так скажем, этого Battle Pass'а. В тот же день, как только видео получило 30 лайков, я выложил в телеграм-канал на тестирование свой новый модуль для стример-бота, который называется Live Dashboard. Он позволяет редактировать трансляции, название трансляции, категорию теги, присваивать обложки там, где это возможно, для разных платформ одновременно, либо по очереди, либо как-то, плюс уведомления в OBS делать и прочее. Не буду долго описывать, погнали посмотрим, что натворил. Итак, после того, как вы скачаете по ссылке в описании с моей телеграм-группы два файла, DLL и импорт для стримербота. DLL файл кладите в корень папки стримербота, вот где у вас ярлычок есть стримербот. Здесь папку создаете, если первая версия, если 0, все еще сидите на 0.2.8, как я, значит у вас папка это DLL создана. Если нет, создайте ее, в нее положите это DLL, Live Dashboard. Дальше открываете сам стримербот, здесь нажимаете импорт, сюда перетаскиваете второй файлик, если не перетаскивается, открываете блокнотом, оттуда все копируете и закидываете сюда скопированное. Он предложит импортировать 3 экшена. Что в этих экшенах есть? Вот такие 3 экшена появятся: Settings, Auto Title и Stats Window. Дальше жмем Test Trigger. Можете здесь не тест триггера, как я, на деку сделать кнопку или хоткей назначить и так далее. Я уже не буду повторяться по вызову других экшенов. Это база базовая, как вызывать экшены. Вот, можете командой модераторов сделать, я не знаю, чтобы вызывать. Вот, дальше открывается вот у нас такое окошко. Это мы закроем. Что в этом окошке? Для начала у вас здесь будут красные огоньки. Надо их сделать зеленым, которые площадки вы будете использовать. Если площадки не используете какие-то, просто выключите, чтобы они вам глаза не мозолили. Их тогда здесь не будет. В моем случае я использую все 3, потому что в первую очередь делал для себя, чтобы мне удобно было, а в вторую очередь для вас. Но учел многие пожелания жителей моей телеграм-группы. Здесь у нас вкладки вот эти Twitch, ВК, YouTube, по ним проходитесь. Здесь есть гайды, я написал небольшие гайды о том, как подключить. Делайте все по пунктам 1, 2, 3 и подключайте. Если непонятно, открывайте видеогайд, я для вас записал. Там без слов, но то, куда я тыкаю, в целом по пунктам, что куда вдруг какие-то затыки, вопросы будут. Все тут есть. Ребята, человек 15 установил уже, никто не запнулся. Точнее, те, которые запинались, я дополнял гайд. По итогу отправлял их опять в гайд, и они эти дела все завершали сами, без моей подсказки. На что и был расчет. Надеюсь, вы умные, поэтому пройдете, справитесь. Если что, всегда в телеге отвечу. Все, доедем дальше. Вкладка профили. Здесь у нас есть пресеты. Пресеты для главной страницы. На главной странице вот выбирает пресет. У нас сейчас не созданный, можно создать. Создать новый. Профиль не создан, надо создать профиль. Здесь пишите имя, раз, два, три, ок. Здесь выбираете раз, два, три профиль. И уже здесь создать новый алиас можно назвать, там, например, тест. Все, создан. Вот он записал все вот эти настройки. Если вы какую-то обложку приложите к YouTube, он туда ее поместит. Здесь превью обложки категории, галочки, где стоит основная. Это важно, потому что дальше расскажу. Обложка на YouTube тоже загружается, привязывается к наборам, то есть под какую-то конкретную игру, меняет обложку. В профилях есть возможность импортировать, экспортировать. Вот если там у вас есть какая-то штука, на набор можете другу отдать, стримеру набор алиасов, например. Загрузили профиль, видно здесь вот мои уже заранее введенные данные по категории и так далее. Вот, и здесь выбираем «Работаю», например, или «Играю», какую заранее у вас заготовлено. Например, категория разная, да. Почему важно, да, разные категории записывать? Потому что они по-разному на разных площадках называются. На ВК Video Live, например, вот я сижу «Разработка игры ПО», Software and Game Development на Твиче, а на Ютубе вообще нету, Education я сижу. Поэтому
Вот для этого и нужно запоминать категорию каждую. Теги тоже могут быть разные. Но ладно, об этом не будем останавливаться. Здесь категория ERL есть отдельно, да, на ВК Видео Лайв. Если вы выберете игру на Ютубе, категория игры обязательно должна стоять, когда вы стримите игру, чтобы вписывалось сюда. Можно вписать тогда название игры. В общем, все эти нюансы учтены и к пресетам привязываются. Здесь есть название, например, да, вот поменяли название, кнопка «Обновить для всех». Нажимаем, обновляется название для всех, чтобы вам руками на каждую Ctrl-C, Ctrl-V не делать. Далее можно обновить для одной конкретной платформы. Например, вы там на ВК отдельное название пишете, на Twitch отдельное, на YouTube отдельное. Все вводите, нажимаете обновить на YouTube, на Twitch и ВК. И если надо прям на все обновить сразу, вот кнопочка большая, жирная, обновить для всех. Дальше. И есть вкладочки основная, галочки. Вот выбираете, видите, меняется обложка превью категории. Это нужно, когда вы жмете, например, хотите выводить название себе в OBS-ку. Жмете здесь обновить для всех. Вот выбираете категорию, например, на Твиче. Главную обложку жмете обновить для всех. И смотрите, вот пошло обновление, вылазит зеленая табличка. Здесь вылазит у меня название. Ну, это так, я быстренько скидал за 5 минуточек вот это алерт. Например, вот беру основную здесь и жму, и у меня категория сейчас будет другая выводиться. И, соответственно, обложка. Вот смотрим. Вот, разработка игры ПО. Это важно для тех, кто любит вот такие нюансики конкретно, да, под какую-то платформу алерт вызывать. Алерты вызываются вот здесь переменными. Аргументы, которые устанавливаются в экшен, который срабатывает. Экшен, вот он. Как пользоваться, я чуть попозже расскажу вот этим всем. Поэтому тут чисто объясню, как здесь настраивается. Использовать экшен, естественно, если вы хотите выводить данные. Ставите галочку при нажатии «Обновить все». И либо, дальше расскажу, есть еще использовать в авторежиме. То есть в авторежиме будет выводиться каждый раз, когда вы обновляете. Что такое авторежим, чуть позже. Когда обновляете, будет выводиться вот здесь вверху уведомление, ну или где вы там настроите. Галочка «Живое обновление». Это обновление нужно для того, чтобы у вас было динамическое название трансляции. Я это практиковал на своем 6-часовом стриме, менял каждую минуту название стрима, вписывал там название, сколько длится трансляция, можно туда вводить количество зрителей, с которыми вы стримите, там какое-то время текущее, да, какое у вас находится, еще какие-то динамические данные, которые через стримербот проходят, или какие-то вы придумали. Вот, все это можно выводить в название трансляции, если вы владеете на среднем уровне, наверное, в стримерботе. Все это без кода будет, можно будет делать, но надо знать, как работать с переменными. Если не знаете, приходите, спрашивайте, может подскажем. У меня ребят много умных в телеге, подскажем, как сделать, если у вас там не супер грандиозная какая-то идея. Вот, по настройкам все. Живое пока я уберу обновление, чтобы потом показать, вот поставлю на Twitch, чуть позже покажу, зачем сделал. Дальше есть окошечко статистики. Вот так вызывается окошко. Здесь видно, сколько зрителей на Твиче. Просили много в этом в чате мини-чата. Хочу статистику видеть во время трансляции. А еще некоторые хотят выводить ее на трансляцию. Все это я эту возможность предоставил, чтобы вы владели более расширенными версиями магии, которые, в отличие от других дефолтовых стримеров, которые не смотрят мой канал и не подписаны на мой телеграм-канал. Вот здесь лайки Ютуба, лайки ВК, зрители Ютуба, ВК и всего сколько зрителей на всех платформах, площадках подключенных суммарно. Вот, можно выводить отдельно. Сейчас для примера покажу, как бы это выглядело в моем случае. Вот, завести переменные переменные находятся здесь в стримерботе. В разделе Global Variables можно найти, они вот идут подряд. Вот такие переменные. SM-Stats Total Viewers, это суммарная. Естественно, SM-Stats Viewers Твича. И так далее, и так далее. Лайки ВК, зрители ВК, YouTube лайки, зрители Ютуба.
Вот, заходите, копируете, в процентиках вставляете set GDI текст, и все. И у вас уже выводится, вот можно вот так выводить, красиво показываю в OBS-ке. Вот, например, сейчас я подставил немного другие цифры, чтобы, ну, не нолики выводились, чтобы покрасивее было, поэтому вот так бы выводилось. Вот, например, общее можно вот так вывести. Общее количество зрителей. Вот вместо 51 пишите лайк там, YouTube, вот это в процентиках. И общий тотал, тотал количество зрителей, либо вот лайки на YouTube, например, 631 зритель онлайн. Вот, например, число зрителей, да, и вы сюда в это число зрителей укладываете переменную вот эту. Например, ставите таймер обновления каждые там минуту или две, делаете экшен отдельный, и в нем это все дело формируете. Данные уже, как мы видим, вот они, данные здесь постоянно есть, обновляются каждые указанные в этом окошке статистики обновления сек. То есть сколько раз, как часто вы обновляете, слишком часто не рекомендую, чтобы не мучить стример-бот, но в 30-60 минут, 60 секунд вполне себе, и обновляете 59 секунд, меняете в 60, ставите таймер. Вот, получаете переменные, сколько у вас зрителей, и выводите хоть в название трансляции, хоть вот сюда в число. Еще окошко статистики можно выводить, вот отдельный в экшен я вывел, здесь нажимаете тест-триггер, у вас будет отдельно окошко. Вот оно выводится, еще раз триггерите, закрывается. Но надо учесть, что при закрытом окошке не обновляется. Потому что, ну, чтобы не мучить, коли уже вам статистика не интересна, значит не надо обновлять. Поэтому если хотите статистику обновлять, окошко держите открытым, либо если оно вам мешает, галочку снимите поверх других окон, тогда не будет поверх окон, просто сзади где-то будет болтаться, и собственно все. Но не забывайте включать. Можете его активировать на старт трансляции здесь, и пусть оно сразу запускается. Далее интересный экшен автоапдейт. Вот, автотайтл. Его можно приурочить к какому-нибудь команде, например, этих модераторов, да, модераторы у вас сидят на Твиче и, например, пишут команду «сменить название трансляции». Ну, я сейчас не буду команду писать, чтобы быстрее. Напишу здесь, вот, например, new у меня. Вот, показываю сейчас, что здесь new, здесь обновляю. Какие у меня, это у меня старые. Вот, сейчас просто Волк Анатолий, без new. Теперь, вот, например, у вас модераторы сменили, вы ставите тем же модераторам возможность поставить здесь команду. Либо сами на кнопку на дейке поставили, или хоткей сюда поставили триггер. Что происходит? Вы нажимаете, и так как галочка там стоит главная, он будет брать с Твича. Я галочку не зря поставил на главную. Жму тест-триггер, все, он смотрит, если есть алиас текущей категории. То есть, если у вас настроен алиас, он применяет алиасы другие на другие категории и применяет туда. Если алиас не настроен, он будет брать категорию с площадки, которая галочка стоит главная. Если нет категории, значит она не сменится. Так что будьте внимательны, настраивайте алиасы заранее и обновляем здесь, смотрим. Вот, пожалуйста, здесь new и здесь new. Все работает. Но вот я сделал экшен такой, чтобы он принудительно через какое-то время, можете таймер поставить, можете поставить каждые n минут, он будет постоянно срабатывать таймер. Там можно у таймера в стримерботе настройки делать один раз, он сработает, либо будет работать постоянно. Дальше здесь, как и в предыдущих моих работах, поддерживается английский и русский язык и разные цветовые схемы. Вот, ну и масштабирование. Не буду крутить, чтобы не мучить стримербот свой. Вот, масштабирование для больших размеров монитора, чтобы не было сильно мелко. Подрегулируйте, как вам глазу удобно. Ну вот и все, ребята. На этом можно сказать все, да не все. У нас есть третье задание, второе задание для третьего плагина для стримербота, который будет называться «Очередь треков» или около того. Пока рабочее название такое. Будет плагин этот заключаться в том, что вы за донат, либо за баллы канала, либо просто за команду в чате, либо за сообщение в чате от випов и бла-бла-бла. В общем, от любого входящего
сообщения, можете запускать треки с YouTube. Может быть, триггером может быть ссылка на Яндекс.Музыку, ссылка на Spotify, просто надпись в чат о том, что вот хочу такой-то исполнитель, такая-то песня. Это все будет записываться в очередь. Эту очередь можно редактировать, все это можно выводить красиво в OBS-ку. Очередь можно перетаскивать треки, менять, отменять, скипать, возвращать отыгравший трек и прочее, куча возможностей. Вот такой простой интерактивный вызов, да, по кнопке вызвали, подредактировали, нажали ок, сохранить и все, и отправили. И возможность устанавливать очередь, что главнее, донаты, например, или сообщения от випов, заказ треков, или, например, просто за баллы каналов, важнее у вас приоритетность выставлять по очереди. Вот такой подготовлю для вас. Что значит для этого надо сделать? Надо немножко усложним. Надо всего лишь 50 лайков на видосе. На вот этом видосе 50 лайков. Я думаю, это вообще не проблема. Если поделитесь видосом с вашими друзьями-стримерами, никаких проблем не будет в зарабатывании 50 лайков. Поэтому вперед, все в ваших руках, а я пока почилюсь, допиливая этот третий мод. Еще, если вы, естественный у вас вопрос будет о том, что вы, например, хотите какую-то свою площадку, которой нету сейчас в пуле, да, ни YouTube, ни Twitch, ни VK Video Live. Что ж, для вас тоже предусмотрел некоторый квест, проанализирую площадки, на которых есть API, поддерживающая хотя бы получение изменения названия трансляции, категории. Вот. И добавлю в свой телеграм-канал опрос о том, какую бы вы хотели площадку на текущий момент подключить. Вот. Как только наберется 100 голосов в какую-то определенную площадку, я ее сразу заношу в этот плагин и обновляю. Все, об обновлениях вам сам плагин скажет о том, что вышло новое обновление. Сходите, обновитесь. Так что тут не переживайте, не пропустите. Заходите смело, ставьте лайк под видео, да, и идите в телегу голосовать. Если голосования еще нету, значит вы слишком рано посмотрели. Я еще не успел проанализировать. Вот, на этом все, ребята. Не забывайте, естественно, ставить ваш палец вверх, писать комментарий, что думаете по этому произведению и по будущему, как вам идея такая с батл пассами вообще в целом. Заходите ко мне в телегу, я там почти 24/7 тусирую и общаемся с ребятами супер умными, супер креативными. Вот, не стесняйтесь, заходите, будем всем рады. На этом все, счастливо, с вами был еще раз Sunrise Child, пока.